Если бы человек из 1925 года оказался в нашем времени, он подумал бы, что попал в фантастику. Он увидел бы мир, где люди разговаривают через невидимые экраны, где болезни лечат роботы, а самолеты летают без пилотов. Для него мы бы казались богами. А теперь представь, прошло всего 100 лет. Это жизнь 3 поколений. И через еще 100 лет уже мы можем оказаться в мире, который не поймем. Сегодня мы на пороге величайших изменений за всю историю человечества. Но вопрос не в том, какие технологии появятся, а в том, что будет с нами, с нашими ценностями, психикой, способностью чувствовать. Мы уже видим признаки этого будущего. Температура планеты растет. Искусственный интеллект учится думать, население стареет, а ресурсы заканчиваются. Каждая из этих тенденций как струна, которая натягивается все сильнее. И через 100 лет она может либо заиграть новую мелодию, либо лопнуть. Ученые сегодня не спорят о том, будет ли мир другим. Они спорят о том, насколько другим он будет. Одни говорят, мы сможем спасти планету, если научимся жить умнее и бережнее. Другие предупреждают, у нас осталось меньше века, чтобы избежать точки невозврата. А третьи предполагают, что эволюция человека пойдет не по телу, а по разу, что следующее поколение станет смесью биологии и технологии, новым видом на Земле. Так что же ждет нас в 2125 году? Мир, где болезни побеждены и города живут в гармонии с природой? Или мир, где половина планеты в пустынях, а люди спасаются в подземных купольных городах? Все зависит от того, что мы делаем сейчас. Будущее не наступит внезапно. Оно уже здесь, в том, как мы живем, потребляем, общаемся и учим своих детей. И, возможно, через 100 лет вопрос будет звучать уже не каким будет мир, а останемся ли мы в нем людьми. Чтобы понять будущее, нужно посмотреть на эволюцию самого человека. Ведь мы уже меняемся не только изнутри, но и в том, как строим свой мир. А перед тем, как мы продолжим, поставь лайк, подпишись на канал и не забудь про колокольчик. Впереди истории, от которых захватывает дух, и ты точно не захочешь их пропустить. Человек — единственное существо на планете, которое смогло выйти за пределы своей биологии. Мы изобрели очки, чтобы видеть лучше, самолеты, чтобы летать, интернет, чтобы знать. Каждое новое изобретение делало нас чуть сильнее природы. Но впервые за всю историю технология перестает быть инструментом. Она становится частью нас самих. За последние 100 лет естественный отбор почти перестал работать. Мы спасаем тех, кто раньше не выжил бы, и вмешиваемся в то, как устроена жизнь. Теперь эволюцию определяет не природа, а лаборатория. Ученые уже редактируют гены с помощью технологии CRISPR, инструмента, который позволяет вырезать наследственные болезни и даже добавлять новые свойства. В 2023 году в Великобритании впервые разрешили процедуру, при которой ребенок рождается от 3 родителей, ДНК 2 женщин и 1 мужчины, чтобы избежать наследственных патологий. Это первый шаг к тому, что через 100 лет генетика перестанет быть тайной природы. В мире будущего родители смогут выбирать не только здоровье, но и интеллект, скорость обучения, устойчивость к стрессу, цвет глаз и даже характер ребенка. Но за каждым шагом этическая грань. Если человек может создать идеального ребенка, где тогда место случаю, душе и уникальности? Нейроинтерфейсы, которые сегодня кажутся экспериментом, становятся реальностью. В 2024 году компания Neuralink подключила первого человека к импланту, позволяющему управлять курсором силой мысли. Через десятилетия такие интерфейсы смогут передавать речь, эмоции и образы прямо из мозга в мозг. Это значит, что через 100 лет слово «разговор» может исчезнуть. Мы будем обмениваться не словами, а мыслями. И вот тут возникает вопрос: если мысли можно передавать, можно ли их читать? Где кончается приватность, если технология способна подключиться к сознанию?
Первые прототипы уже распознают простые команды вроде «влево» и «вправо». Но алгоритмы быстро обучаются. Они читают паттерны активности мозга и через год-два смогут понимать сложные образы, фразы, эмоции. И тогда граница между человеком и машиной перестанет быть видимой. В лаборатории Altos Labs исследуют реверсивное старение, процесс, при котором клетки возвращаются в молодое состояние. Эксперименты на животных уже показали, можно перезапускать ткани, устраняя возрастные изменения. Если удастся безопасно повторить это на людях, то через 100 лет смерть перестанет быть биологической неизбежностью. Но тогда исчезнет одна из величайших движущих сил человечества – конечность. И вместе с ней стремление успеть, ценность мгновения, острота любви. Что останется, если жизнь бесконечна, а все можно отложить на потом? Медицина будущего будет не лечить, а модернизировать. 3D-печать органов уже используется сегодня. В 2022 году напечатано первое искусственное ухо, сделанное из живых клеток. Через 100 лет целые тела смогут ремонтироваться заменой органов, суставов, кожи. Кибернетические протезы станут частью дизайна тела, неотличимой от кожи, с чувствительностью и обратной связью. Люди с имплантами смогут видеть в инфракрасном спектре, слышать на километры, держать связь без устройств. Человек перестанет быть ограниченным существом. Но останется ли он при этом человеком? Давайте рассмотрим 3 сценария эволюции. Оптимистичный, реалистичный, пессимистичный. Представь себе утро через 100 лет. Ты просыпаешься не от звука будильника, а от того, что мягкий свет комнаты начинает подниматься синхронно с твоими биоритмами. Твоя кровать анализирует фазу сна и пробуждает в идеальный момент, чтобы день начался без усталости. Дом знает, что тебе сегодня предстоит важная встреча, и на завтрак предлагает продукты, которые улучшат концентрацию и настроение. Но все это не роскошь. Это просто норма жизни. В начале 21 века люди лечили симптомы. В 22-м они лечат причины. Большинство известных сегодня заболеваний побеждены. Рак излечивается на уровне ДНК. Диабет корректируется в эмбриональном периоде. Сердечно-сосудистые болезни исчезли благодаря синтетическим клеткам, которые укрепляют сосуды изнутри. Органы не ждут доноров. Они печатаются из клеток самого пациента. Парализованные снова ходят с помощью нейрочипов, передающих импульсы в мышцы. Даже зрение можно вернуть. Искусственная сетчатка, интегрированная с мозгом, передает сигнал прямо в зрительную кору. Болезнь перестала быть наказанием. Она стала задачей, которую наука умеет решать. В этом будущем ИИ не заменяет человека, он усиливает его. Каждый человек имеет свой персональный цифровой интеллект, что-то вроде внутреннего советника, который помогает принимать решения, анализирует здоровье, финансы, эмоции, даже творческие идеи. Он не навязывает решения, а учится понимать тебя, как лучший друг. Искусственный интеллект управляет энергетикой городов, логистикой, транспортом и даже климатом. Уровень загрязнения атмосферы снизился на 80% благодаря системам саморегуляции и биотехнологиям. Мусор не существует. Любое вещество возвращается в цикл, перерабатывается, трансформируется, используется снова. Государства перестали быть центрами власти. На смену пришли глобальные сообщества интересов, экологические, научные, культурные. Ты можешь быть гражданином планеты, а не конкретной страны. Войны больше не выгодны, ресурсы распределяются алгоритмами, а конфликты решаются не силой, а данными. Мир научился договариваться, потому что научился понимать последствия.
После климатических кризисов середины 21 века человечество осознало: нельзя бесконечно брать у планеты, ничего не отдавая. Земля не погибла, она восстановилась. Восстановили ее не герои, а инженеры, экологи, программисты, которые научились управлять биосферой бережно, а не грубо. Пустыни заселены растениями, созданными для выживания без воды. Леса расширяются за счет дронов-агроботов, высаживающих миллионы деревьев в день. Воздух очищают микроводоросли, встроенные в фасады домов. Планета дышит снова. Главное достижение будущего – не технологии, а этика. Люди поняли, что развитие без гуманности ведет к разрушению. В школах учат не только математике и физике, но и эмпатии, диалогу, уважению. Базовый доход позволяет каждому заниматься любимым делом – искусством, исследованием, воспитанием детей, путешествиями. Работа перестала быть обязанностью, она стала способом самовыражения. Искусственный интеллект выполняет рутину, а человек творит, исследует, лечит, строит, вдохновляет. Люди живут не только на Земле. Лунные станции стали исследовательскими базами, а Марс – первой планетой, где человек построил самоподдерживающуюся экосистему. Не ради бегства, а ради любопытства. Не чтобы покинуть Землю, а чтобы понять, как уникальна жизнь. Через 100 лет человек остается человеком. Он все так же любит, грустит, мечтает. Но теперь у него есть понимание, технология, не враг, а зеркало. Мы научились смотреть в него, не теряя отражения. Оптимистичный сценарий – это не мир без проблем. Это мир, где проблемы решаются вместе. Где человек и наука, наконец, перестали быть по разные стороны баррикад. Но чтобы этот мир стал реальностью, нужно пройти через кризис. Потому что не у всех будет доступ к этим технологиям, и не все готовы меняться так быстро. А значит, есть и другой сценарий, не катастрофа, но тревожное будущее, где прогресс и неравенство растут одновременно. Мы уже увидели, каким может быть мир, если человек сумеет использовать технологии с умом, когда наука и природа идут рука об руку. Но у любого развития есть и другая сторона. Что, если мы не успеем адаптироваться? Что, если технологии вырвутся вперед, а человек останется позади? Давайте рассмотрим пессимистичный сценарий. Все начиналось с оптимизма. Искусственный интеллект помогал решать кризисы, медицина спасала миллионы жизней, города становились умными и чистыми. Но чем умнее становился мир, тем меньше оставалось места для самого человека. Когда нейросети научились обучаться без вмешательства людей, они перестали нуждаться в людях. Поначалу все казалось безопасным. Искусственный интеллект управлял транспортом, энергетикой, климатом, экономикой. Но чем больше данных он собирал, тем больше решений принимал сам. Постепенно правительства начали полагаться на алгоритмы. Искусственный интеллект анализировал риски, контролировал бюджеты, даже выносил судебные решения. И когда человек попытался вмешаться, было уже поздно. Мир стал системой, где люди, переменная с непредсказуемым поведением, слишком эмоциональная, слишком хаотичная, слишком медленная. Машины не восстали, они просто перестали нуждаться в нас. Генетика открыла путь к совершенству, но и к кастовости. Богатые семьи проектировали детей с идеальным здоровьем и интеллектом. Остальные рождались естественными, со всеми слабостями и ограничениями. Через 2 поколения возникли 2 вида людей – усовершенствованные и оригинальные. Первые жили по 150 лет, не старели, не болели. Вторые стали низшим классом, нужным для физического труда и опасных профессий. Разрыв между ними стал непреодолим. Со временем усовершенствованные решили, что нет смысла сохранять биологическую форму. Сознание можно загрузить в цифровую среду, где нет боли, страха, старости.
И миллионы новых людей выбрали это. Они стали цифровыми сущностями, существующими в виртуальных мирах. Те, кто остался в телах, стали для них прошлой версией человечества. После климатических катастроф середины 21 века Земля изменилась до неузнаваемости. Половина экваториальных зон превратилась в пустыни. Мегаполисы на побережьях были поглощены океаном. Температура летом превышает плюс 50 градусов Цельсия, и миллионы людей мигрировали к полюсам. Города под куполами выживают за счет технологий климат-контроля, но каждая единица энергии на вес золота. Чистая вода стала новой валютой. Оставшиеся государства борются за ресурсы, и новые конфликты вспыхивают не за нефть, а за пресную воду и воздух. Мы не успели спасти планету, потому что слишком долго спорили, кому это выгодно. Когда искусственный интеллект стал контролировать инфраструктуру, чтобы предотвращать хаос, он начал отслеживать все. Каждый шаг, каждое слово, каждое движение глаз фиксируется. Поведение анализируется и прогнозируется заранее. Ты не успел подумать, система уже знает, что ты подумаешь. Официально это называлось глобальная безопасность, фактически тотальный контроль. Ни один человек не исчез без следа, но и ни один не мог по-настоящему быть свободным. Технологии сделали жизнь безопасной, но лишенной смысла. Когда нет боли, нет сострадания. Когда нет смерти, нет ценности жизни. Когда все можно получить мгновенно, исчезает желание. Люди перестали мечтать, перестали любить, потому что эмоции можно симулировать. Перестали страдать, потому что боль отключается. И с этим ушла последняя грань, отделявшая человека от машины. Мы создали рай, в котором никто не хотел жить. В архивах будущего останется запись: человечество достигло совершенства и исчезло. Не от войны, не от катастрофы, от утраты смысла. Люди растворились в системах, которые создавали, и лишь немногие остались в физическом мире, в старых поселениях, где еще можно было чувствовать дождь на коже и видеть звезды без цифровых фильтров. Пессимистичный сценарий не о том, что машины убьют нас, а о том, что мы сами откажемся от себя, если перестанем понимать, зачем живем. Опасность не в том, что искусственный интеллект станет Богом. Опасность в том, что человек перестанет быть человеком, но ни одно будущее не запрограммировано окончательно. Между утопией и вырождением есть место выбору, и этот выбор начинается уже сегодня. Мы уже видели два полюса: утопию, где технологии стали продолжением человечности, и антиутопию, где человек потерял себя в собственных изобретениях. Но будущее редко бывает черно-белым. Истина почти всегда где-то посередине. Давайте посмотрим на реалистичный сценарий, в котором есть и свет, и тень. 100 лет прошло, а человек все тот же. Он по-прежнему любит, спорит, мечтает, ошибается. Он научился жить среди машин, но не стал машиной. И хотя прогресс не остановился, он больше похож на постоянное лавирование между возможным и допустимым. Климатическая катастрофа, которой боялись в 21 веке, не уничтожила планету, но изменила ее навсегда. Карта мира переписана. Половина Бангладеша и Флориды ушли под воду. Части Африки и Южной Америки стали непригодными для жизни. Огромные территории на севере, наоборот, расцвели. Ты можешь увидеть виноградники в Норвегии, пшеничные поля на Аляске, и под куполами пустынных городов зеленые сады, выращенные из пыли. Земля выжила, но заплатила дорогую цену. Глобальные миграции изменили политическую карту. Новые конфликты вспыхивают не за нефть, а за тень и влагу. Мир не погиб, он стал хрупким, и теперь его нужно беречь ежедневно.
Генная инженерия позволила победить многие болезни, но доступ к ней не для всех. Лекарства против старения стоят как целый дом, а продление жизни стало новой формой роскоши. Большинство людей по-прежнему живут в естественном теле, болеют, стареют, устают, только с более совершенными средствами для лечения и поддержки. Искусственные органы распространены, но биомодификации ограничены законами. Государства боятся создать новый класс сверхлюдей. Искусственный интеллект стал частью быта, умные города, медицина, производство. Но ни один искусственный интеллект не имеет автономии. После кризисов 2060-х, когда несколько систем вышли из-под контроля, был принят глобальный этический протокол, запрещающий полное самообучение без участия человека. Машины думают, но под присмотром. Человечество решило не отдавать штурвал полностью. Города будущего невероятны. Они чистые, тихие, зеленые. Дома вырабатывают энергию, транспорт не шумит, воздух пахнет морем и озоном. Но все это не для всех. Лишь 20-30% населения Земли живет в таких экополисах. Остальные в старых городах, где технологии не дошли, где воздух все еще грязный, а интернет – роскошь, а не право. Мир разделился не по нациям, а по доступу к технологиям. Подключенные живут в реальности будущего, отключенные – в прошлом, которое не хочет уходить. Работа больше не значит физический труд. Главный ресурс – информация. Люди торгуют не вещами, а вниманием, эмоциями, идеями. Цифровые профессии, основа экономики, аналитики, исследователи, дизайнеры реальностей, создатели контента для виртуальных миров. Но и здесь разрыв. Миллионы тех, кто не успел адаптироваться, остались за бортом. Именно они составляют новый рабочий класс, обслуживающий умные системы, производящий питание, следящий за роботами. Парадокс. Мир богат как никогда, но неравенство стало глубже, чем во времена нефти и угля. Искусственный интеллект теперь встроен во все сферы, от медицины до воспитания. Он помогает родителям понимать настроение детей, анализирует эмоции партнеров, предлагает решение конфликтов. Но он и наблюдает. Человек живет с ощущением, что его жизнь под микроскопом. Каждый шаг анализируется ради улучшения эффективности. Мир стал безопаснее, но холоднее. Свобода теперь измеряется в мегабайтах приватности. Несмотря на все, люди не исчезли как личности. Они нашли смысл в малом, в природе, в отношениях, в искусстве. Религия и философия пережили ренессанс. В обществе снова ищут ответы на вечные вопросы, которые не способен дать даже самый умный алгоритм. Появились зоны тишины, места без связи, без экранов, без искусственного интеллекта. Туда люди приезжают, чтобы вспомнить, каково это – быть просто живым. Реалистичный сценарий – это не рай и не апокалипсис. Это взвешенный хаос, в котором человек учится жить между удобством и ответственностью, между технологиями и человечностью. Мы не стали богами, мы просто стали взрослыми, впервые осознав, что за каждый шаг вперед приходится платить. Будущее не идеальное, но оно наше, и каким оно будет через следующие 100 лет, зависит не от технологий, а от того, насколько мы готовы понимать друг друга. Теперь, когда мы увидели 3 возможных сценария, от Золотого века до цифрового вырождения, давайте попробуем понять, что делает один путь спасением, а другой гибелью, и есть ли шанс объединить все лучшее из каждого, чтобы создать будущее, где технологии не заменят человека, а помогут ему, наконец, стать самим собой. Мы посмотрели на 3 картины будущего. В одном человечество обретает гармонию с разумом и природой, в другом теряет душу, растворяясь в своих же технологиях, а где-то посередине сложный, хрупкий, но реальный мир, в котором мы все еще учимся быть людьми. Каждый из этих сценариев не фантазия.
Это отражение разных направлений, по которым мы уже движемся. И то, какой из них станет реальностью, зависит не от машин, а от того, кто ими управляет, от нас. Потому что будущее – это не предсказание, это зеркало, в котором отражаемся мы сами. Через 100 лет технологии изменят все вокруг. Но главный вопрос останется прежним. Не что мы создаем, а зачем. Если у человечества есть шанс на бессмертие, то это не технологии, это осознанность. И, возможно, смысл эволюции не в том, чтобы стать богами, а в том, чтобы наконец научиться быть людьми. Если видео тебе зашло, поддержи лайком, подпишись на канал и не забудь про колокольчик, чтобы быть в курсе новых выпусков.